Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Код Изобилия. Друзья, сегодня у нас с вами народные приметы на 18 мая. Поговорим о народных приметах на этот день, что нельзя, что можно делать, ну и также почему именно в этот день, 18 мая, запрещается употреблять в пищу капусту и огурцы. Далее в этом видео. В старину, друзья, 18 мая хозяйки еще с вечера выносили на грядки горшок, доверху набитый крапивой, и ставили его вверх дном на среднюю грядку, считая его верным оберегом, который поможет капусте расти и наливаться, а вредным насекомым от грядок подальше держаться. Ну а при высаживании рассады приговаривали: не будь голенаста, а будь пузата, не будь пустая, а будь тугая, не будь красна, а будь вкусна, не будь стара, а будь молода, не будь мала, а будь велика. И если верить утверждениям современных ученых, которые считают, что растения способны слышать и даже улавливать настроение человека, то вполне возможно, эти нехитрые слова, от души сказанные, действительно помогали. Впрочем, у нас, у русского народа, существует достаточно много всяких ритуалов, обрядов, заговоров на все случаи жизни. Ну и, друзья, в день Арины-рассадницы в деревнях начинали производить посадку капусты и огурцов. Однако существовало поверье, согласно которому во время этого процесса нельзя было есть хлеб. В противном случае куры выклюют всю имеющуюся рассаду. Также 18 мая наблюдали за первым поливом и смотрели: если земля впитала много воды, то лето будет засушливым. Если же вода осталась на поверхности почвы, то будет достаточно мокрая погода в летние месяцы. Также сегодня, 18 мая, начинали цвести вишня и яблоня. Для крестьян это тоже было своеобразным праздником и приятным явлением. Что же касается посадки овощей, то ее 18 мая доверяли исключительно женщинам. Они приговаривали: не будь голенаста, будь пузата, не будь пуста, будь туга, не будь красна, будь вкусна, не будь стара, будь молода, не будь мала, будь велика. И для того, чтобы молодую рассаду черви не испортили, сажали крапиву по краям огорода. Также одно растение накрывали горшком и под него высаживали еще одну луковицу. На такую посудину потом клали венок, принесенный из церкви на праздник Троицы. Согласно народным верованиям, это гарантировало то, что овощ будет хорошо расти. Также по народным приметам 18 мая было запрещено есть хлеб в процессе посадки семян, иначе капусту куры выклюют. Также сегодня до 18 мая досевали последние огурцы и выжигали покосы с прошлогодней травой. И поскольку, как говорилось, сегодня худая трава из поля вон. Всем этим занимались только женщины сегодня, поскольку считалось, что мужчина такую работу выполнит, растения взойдут, но, к сожалению, плодов не принесут. Ну а что же сегодня можно и нельзя делать 18 мая? Запрещается в этот день оставлять на ночь грязные кастрюли и любую кухонную утварь. В противном случае темные силы прилетят и останутся в вашем жилище навсегда. После этого они будут пугать всех, кто проживает в таком доме, и будут насылать на них ссоры, неудачи и беды. Помните о том, что нельзя в этот день перепрыгивать и переступать через валяющиеся около полей и огородов деревья. Говорят, что их положила преподобная Ирина, или по-другому в народе называлась Арина, чтобы не пустить темные силы. Ну а если вы переступите через них и нарушите запрет, то принесете домой темные силы, которые начнут пожирать ваше жилище изнутри, как и тех, кто там проживает. Нельзя нарушать этот запрет, в противном случае можно стать несчастным на всю оставшуюся жизнь.
Также в этот день, 18 мая, запрещается употреблять в пищу капусту и огурцы. В противном случае рассада не сможет прижиться, и тот, кто нарушил запрет, останется без урожая. В этот день представительнице слабого пола, которая не вышла еще замуж, запрещается ходить к вдове, даже если это и близкая родственница. В противном случае можно не только остаться без замужества, но и привлечь еще несколько проблем в свою жизнь. Также в этот день запрещается много говорить не по делу. Если вы будете сплетничать, то ваш род покроется разными болячками, избавиться от которых будет достаточно сложно. Также, друзья, в этот день народ смотрел за поливом. Если земля впитает много воды, то стоит ожидать засушливое лето. Если же вода оставалась на поверхности почвы, то будет хорошая и мокрая погода в летний период. Ну, а если в небе вы увидели сегодня птиц, обязательно посчитайте, сколько их вы увидели. Ждите тогда радостных новостей. Ну, а если в этот день молния сверкает, то будет хороший урожай капусты. Вот, друзья, у нас с вами такие народные приметы на 18 мая.